Как сделать так, чтобы мужчину к тебе тянуло, чтобы он о тебе как-то вот думал? То есть сегодня мы разберем основные аспекты женской привлекательности. Ну, я думаю, что это вопрос важный, потому что, в принципе, это такой вопрос неприходящий. Отношения мужчины и женщины так устроены, что мужчина ходит за женщиной. Мужчина как-то пытается женщину добиться, а женщина мужчину привлекает. Соответственно, часто женщины думают, а как же его привлечь, если непонятно, что там у него в голове. Ну, понятно, потому что мы все друг для друга загадки. Соответственно, сегодня мы будем говорить о том, что же женщина может сделать для того, чтобы быть более привлекательной, более притягательной для мужчины. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы с вами говорим о том, как сделать так, чтобы мужчину к тебе тянуло. Если эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, и мы начинаем. Итак, первое, о чем стоит сказать. Очень важно, чтобы женщина в начале отношений не торопилась. Потому что если женщина начинает как-то вот спешить, то это скомкивает вот этот вот очень важный момент узнавания друг друга. Если у женщины высокий уровень тревоги, какая-то неуверенность, вот она может быть, хочет как можно быстрее, чтобы вот там переспали, потом стали жить вместе, планируют там, не знаю, семью, свадьбу, там, ребенка и так далее. Все это вроде бы планируется для чего? Потому что есть какой-то уровень тревоги. Вот в самом начале отношений, пока все не ясно, если у тебя и так высокий уровень тревоги, он еще повышается. И когда ты начинаешь все эти как бы решать вопросики, то вроде бы как у тебя есть такая иллюзия, что ты как бы успокаиваешься. Но что здесь происходит? На первом этапе отношений, как правило, мы находимся в состоянии влюбленности. Это не любовь, это состояние такое, вот, чувство, как называют, там, страсть, влюбленность, не знаю, какая-то взаимная симпатия такая захлестывающая. Что угодно, но самое главное, что эти чувства, они возникают стремительно или мгновенно, они высокоинтенсивны, но краткосрочны. В отношениях вот во время влюбленности, пока мы на страсти друг к другу как бы притягиваемся, есть окно возможностей, когда может зародиться любовь. То есть когда близость перерастает в привязанность. Любовь — это как такой, знаете, товарный поезд. Любовь, она начинается всегда из-под воль, как-то медленно разгоняется, и потом она вот так же медленно останавливается. Любовь не может мгновенно возникнуть и потом мгновенно исчезнуть. Соответственно, если женщина слишком как-то поторопилась, и они уже с мужчиной, скажем, переспали там, не знаю, на втором свидании, где-то там уже живут через неделю вместе, уже что-то там вместе какой-то ремонт делают или какие-то у них рабочие там проекты, проходит, не знаю, там месяц, вот у них влюбленность прошла, а любовь у них не возникла. Бывает такое. Вот у них какие-то принципиальные непримиримые там разногласия, или там, скажем, он какой-то. Оказалось, что он, так если его поближе узнать, у него личностные черты такие, что он немножко какой-то нарцисс там, или абьюзер, или еще что-то там. И в общем, а вы уже вместе, вы уже в одной обойме с ним. То есть, получается, вы поторопились и, соответственно, как бы тревогу себе как будто бы успокоили, но нашли себе большое количество проблем. Кроме того, бывает так, что если женщина ведет себя так вот, как бы она торопится, мужчина воспринимает это как такую инициативную женщину, и если это мужчина такой, как бы альфа-самец, то ему это будет неприятно, и у вас начнутся какие-то конфронтации. А может быть так, что вы просто найдете себе такого мужчину, который не против того, чтобы вы, то есть для мужчины это как такая мужская позиция у женщины. То есть женщина сама решает, когда у них будет секс, то есть она сама все инициирует, сама все торопит, и он, собственно, как будто бы, как рядом с мамой или как рядом со старшим товарищем находится с ней, как вот вроде бы я номинально мужчина, но решение все она принимает. Добивается она меня, а не я ее. Соответственно, вторая важная вещь — это что не нужно женщине и мужчине навязываться. Потому что часто так бывает, что вот появился мужчина, появились общие отношения в жизни женщины, и долго этого не было. Это такая штука, вот долго хотелось, и вот появился мужчина. И женщина только о нем и думает. Как знаете, как вот, грубо говоря, у ребенка появилась новая игрушка, он все старые игрушки забыл, все, есть эти отношения, есть мужчина, она только о нем и думает. И она постоянно присутствует в его каком-то информационном поле. Что в такой ситуации происходит? Во-первых, у мужчины формируется такое убеждение, что вот мне надо было бы добиваться эту женщину, а все, уже добился. Она уже и так везде. Куда ее надо добиваться? Нету какой-то в ней такой загадки и ускользаемости, потому что она вот везде вокруг меня находится. Во-вторых, если у мужчины есть хотя бы зачатки какой-то контрзависимости, то есть такие как бы шипы какие-то, радикалы, это не означает, что он будет прям такой контрзависимый, который как только видит близость, он из этой близости выскакивает. Если у него есть какой-то там опыт, не знаю, токсичных созависимых отношений, и развивается такая как следовая контрзависимость, такой мужчина, если видит, что кто-то на него наседает, если он начинает подозревать, что вокруг слишком много контроля, он начинает столь же, сколько вы навязываетесь, столь же из этих отношений выходить. Соответственно, ваше навязывание приводит к тому, что мужчина будет постоянно куда-то избегать. И опять же,
формируются такие отношения, где женщина догоняет мужчину, женщина добивается мужчину. Это такие отношения, которые, ну, как правило, это никому это не нравится. То есть каждый чувствует себя, что он выполняет, ну, не какую-то не свою роль. Сюда же стоит добавить такую важную вещь, что часто бывает, что женщины начинают как бы немножко, ну, что ли, авансом захваливать и делать комплименты мужчине. Что я имею в виду? Женщина встретила мужчину, и вот ей так классно, она чувствует эти эмоции, это в ней. Вот эта влюбленность, знаете, такое чувство, как будто бы ты какой-то вот расширенный, ты больше, чем ты есть, ты какой-то, ну, над собой, вот, летящий на крыльях любви. И вот так классно, и она вот, ну, это же, эти же чувства связаны с влюбленностью, которые проецируются на объект влюбленности, на мужчину. И вот она ему говорит, что ты такой молодец, такой классный, как классно, что я тебя встретила. И вот, и так мы с тобой вот куда-то пошли, я так давно на концертах не была, я так давно не смеялась. Так вот, то есть, говорит мужчине очень много таких комплиментов, как бы немножко еще и авансом, как бы и за сегодня, и вообще как бы тебе еще, вот тебе на тебе еще на сдачу, и так на потом еще, чтобы ты знал потом, что вот тоже повтори, пожалуйста, так вот. То есть вот начинает его перехваливать. Что в такой ситуации происходит? Почему это нехорошо? Когда два человека сближаются, когда начинаются отношения, мы находимся в таком вот несоответствии. Мы достаточно близко с человеком, про которого достаточно мало знаем. Ну вот представьте себе ситуацию. Пускай второе свидание, не первое, пускай уже второе свидание. Мужчина и женщина сидят за столиком, ну скажем там 2 часа, 1,5-3 часа. Они что-то едят и разговаривают. Это два человека, которые видят друг друга второй раз в жизни, а разговаривают они так, как люди часто бывают в семьях не разговаривают. Понимаете? Здесь вот это вот несоответствие, которое предполагает повышенный уровень тревоги, ну, который мы воспринимаем в том числе как такой, знаете, как адреналин, такое вот возбуждение, но в том числе, по сути, это тревога, такие разновидности тревоги. И что в такой ситуации происходит? Люди стараются показать себя с лучшей стороны, потому что, ну, что может произойти небезопасного? Ну, тебя могут отвергнуть, либо тебе могут сказать что-нибудь неприятное, либо тебе могут узнать что-то, что ты не хочешь, чтобы тебя узнали. Ну, это основные такие вот страхи. Соответственно, люди, когда вот вначале сближаются, они показывают друг другу, ну, лучшее лучших себя. Ну, знаете, там, мужчина, скажем, надел лучший свой костюм какой-то, не знаю, делал самые там дорогие часы какие-то, еще что-нибудь там. Ну, и женщина также. И вот они, вот это вот все происходит, и если женщина начинает мужчине говорить, да ты такой классный, ты такой замечательный, ты такой вот, в общем, все в тебе, все так хорошо, при этом женщина говорит, по сути, о своих чувствах. Я себя так чувствую, так классно, и, ну, просто проецируется это на мужчину, и вот ты такой классный, потому что я себя так хорошо чувствую. Мужчина, ну, как будто бы по типу такой обратной связи понимает, что можно тут как бы перья особо не распускать, потому что я тут и так вообще смотрю, что всех поразил уже, так сказать, с одного взгляда. Вот. Естественно, мужчина начинает немножко расслабляться, и потом получается, что такая проблема, что женщины говорят, что что-то в начале, в первые там дни, как-то все было так классно, было много огня, а потом он какой-то ходит такой на, как будто на каких-то стандартных настройках. Кроме того, бывает так, что у мужчины есть какие-то вот, ну, такие немножко нарциссические черты личности, я много на канале об этом говорю. Если вы начинаете его так вот прям хвалить, перехваливать, вы можете, по сути, стать источником его нарциссического ресурса, и тогда он как бы вот в вас вцепится, потому что ему будет важно, ну, то есть я что-то такое чуть-чуть пальцем пошевелил, а она прям разливается в комплиментах, соответственно, ну, так это же проще иметь такого человека себе, как источник нарциссического ресурса, чем кого-то, для кого надо действительно стараться. Ну и следующая важная вещь, сюда же можно ее тоже добавить, в принципе, связана с тем, что женщины часто начинают как-то вот вовлекаться в отношения и делать эти отношения своей какой-то такой центральной вообще проблемой, центральной фигурой своей жизни. То есть появляется мужчина, появляются отношения, и она вот думает только о нем. То есть понятно, бывает такая ситуация, что, скажем, многие сферы жизни у женщины прокачаны, такие как работа, там, пускай здоровье, увлечения, а вот с мужчиной как-то вот, ну, какой-то был период, что не было мужчины, и вот тут появляется мужчина, отношения, знаете, что-то такое, что было вот желанным, вот оно наконец-то появилось, естественно, опять же, ты переключаешься со всего, что у тебя было в жизни, на эти отношения, а дальше что происходит? Бывают ситуации, что мужчине общаться, ну, вот просто переписываться и разговаривать нужно, ну, чуть-чуть меньше, чем женщине. Такое бывает. Это как вот половая конституция бывает там не соответствует. И бывает так, что вот женщина, скажем, с мужчиной провели какое-то классное, действительно, ну, не подкопаешься, хорошее свидание, просто все было хорошо. Они расходятся, и женщина сидит дома и занимается тем, что смотрит в телефон, когда же он мне напишет.
а он занимается какими-то другими делами, потому что, ну, по каким-то там его другим причинам у него есть еще другие дела, которыми ему нужно заниматься. Скажем, какой-то работой, там, с собакой пошел гулять, спортом, еще чего-то. И получается, что у него вот есть этот какой-то общий баланс по разным сферам жизни, а у вас этого баланса нет. Соответственно, вы в такой ситуации что будете делать? Вы будете ему названивать, написывать, будете его вот это трусить, ты что мне не пишешь, а что ты мне там доброе утро не пожелал, еще чего-то. В такой ситуации что? Возвращаемся там, к первому, второму пункту, не навязываться. То есть вы начинаете мужчине навязываться, у мужчины возникает, ну, во-первых, это неприятно, во-вторых, у него чувство, что ну, она никуда не денется. Я сейчас, если не отвечу, я ей отвечу, когда мне будет удобно. Она всегда будет готова принять, так сказать, она всегда будет готова, даже звонить ей не надо, она сама звонит. Я выбираю только, когда ей ответить. Мне даже не надо думать, когда ей позвонить, понимаете? То есть в такой ситуации женщина очень сильно занижает свою значимость в глазах мужчины. А мужчина, соответственно, если это мужчина, который, ну, такой с условно здоровой личностью, сбалансированной, ему такие отношения будут неинтересны. Потому что мужчине важно, чтобы он восхищался женщиной, чтобы он женщину как-то вот пытался понять. Дело в том, что женщины эмоционально более сложны, чем мужчины. И для мужчины вот это вот попытка понять женщину, прикосновение к ее эмоциональности от природы более сложной, это такое вот, ну, и задача, и она же и награда. То есть это какой-то важный такой смысл отношений. А если она такая, ну, предсказуемая, что вот я как сейчас телефон возьму, там нажму кнопку, а она мне там будет говорить, там, когда мы встретимся, там, когда что ты мне не звонишь и так далее, я примерно знаю уже сейчас, что она мне скажет, так зачем я ей буду звонить, если я это могу у себя из головы взять, то, что она мне скажет. Ну и последняя вещь, ее можно выделить в отдельный пункт, либо это как бы обобщение всего вышеперечисленного. Это очень важно, чтобы у женщины была жизнь, где есть большое количество каких-то смысловых нагрузок, и женщине очень важно отслеживать свой уровень тревоги. То есть вот если вы понимаете, что происходит с вашей тревогой, а наша тревога проецируется в нашу какую-то неуверенность. То есть неуверенность же, это же не ситуация, когда у меня заниженная самооценка. Неуверенность это когда я не уверена, что она у меня заниженная, и не уверена, что она у меня высокая. То есть у меня вот она такая мерцающая. В такой ситуации очень важно понимать, что у вас происходит с тревогой и как вы можете эту тревогу, ну, успокаивать, какой деятельностью. Соответственно, должна быть какая-то деятельность в жизни, потому что, ну, вот бывает там так, что вот у женщины, скажем, есть какая-то работа, такая работа нелюбимая, она туда ходит, скучная, не очень работа. И вот она приходит домой, у нее есть какая-то, ну, необходимая там хозяйственная деятельность такая для обеспечения жизни. Что-то там приготовить, когда не помыть, там стирку поставить. И в оставшееся время остается такое, знаете, мусорное времяпрепровождение. Какие-то там сериалы, там телевизор, что-то там в интернете посетить, такое. Ну, вот. И в такой жизни появляется мужчина. И дело даже не в мужчине, дело в том, что у тебя появляются эти отношения, ты чувствуешь эту влюбленность, ты тут зажигаешься. И вот эта сфера твоей жизни, она какая-то такая, ну, принципиально, качественно иная, чем вся твоя такая, ну, условно, серая жизнь. Естественно, что здесь будет происходить? Все, о чем я говорил. Зацикливание, вот это вот повышенная тревога, контроль, инициатива в плане побыстрее там, поторопить развитие этих отношений и так далее. То есть в такой ситуации женщина делает весь каскад всех ошибок, которые только возможны. Поэтому важно, чтобы у вас в жизни были какие-то, ну, кроме вот отношений вот этой сферы, остальные сферы тоже они должны постоянно как-то развиваться, какие-то должны быть смыслы. То есть если вы ходите на работу, которая вам удовлетворяет вы получаете зарплату, но она вам не нравится, чтобы вы ходили на какие-то курсы, подыскивали новую работу, какие-то, я не знаю, там обучение языком, танцами, какие-то социальные там проекты, какое-то хобби. То есть чтобы что-то у вас происходило. Вот когда у вас появятся отношения с мужчиной, и если в этих отношениях начнутся какие-то проблемы, чтобы вам было на что опереться, на что переключиться. Чтобы не получилось так, что мужчина после свидания с вами идет там, скажем, я не знаю, в спортзал там или с какими-то там своими мужиками там в футбол играет, а вы сидите дома перед телефоном и ждете, когда он вам напишет. Потому что это такой дисбаланс, и этот дисбаланс толкает вас в совершение всех тех ошибок, о которых я говорил в этом видео. Какой у вас секрет привлекательности, что вы делаете для того, чтобы мужчину к вам тянуло, как вы себя настраиваете? Я буду очень вам благодарен, если вы поделитесь этим в комментариях под видео. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, чтобы не потерять меня. Поделитесь этим видео в своих соцсетях, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.